Сегодня у меня тест такого замечательного фрукта. Наверное, уже многие узнают. Это гуйабана. У меня кусочек фрукта гуйабана. Я обычно очень люблю кушать после хорошего завтрака. И этот фрукт очень-очень-очень полезный. Он противовирусный, противомикробный, вот как я вижу, пишут противомикробный, противомалярийный, противогрибковый и антипаразитный. У него есть свойства. И есть черные семечки. Черные семечки нельзя кушать, поэтому их всегда оставляют. Вот. И мне нравится то, что здесь очень много на Филиппинах, очень много фруктов и овощей в свежем виде. Поэтому нет проблем съездить, купить фруктов, они всегда круглосезонно. Очень мне нравится, скоро Новый год. Кто смотрит мои видео, я хочу уже сейчас многих поздравить с наступающим Новым годом. Пусть исполняются ваши все желания и мечты. Дальше начнем про фрукт. Покажу. Его обычно едят ложкой, я люблю есть вилкой, потому что они лучше отрываются, вот мякоть. Они очень-очень вот, эта мякоть белая, она очень-очень вкусная и сладкая. Я когда первый раз попробовала гуйабану, оно мне показалось на вкус очень такой не совсем вкусный, и я очень долгое время его не ела. У меня был чай, и сейчас тоже чай еще есть, я его редко когда могу там приготовить. Вот именно спелая гуйабана, я очень рада, что мы его купили, нашли. Иногда оно продается еще не совсем зрелое, нужно выбирать, чтобы оно было очень-очень мягкое, и тогда оно будет очень вкусное. Вот как выглядит долька гуйабана, и внутри семечко. Семечки нельзя кушать, а вот мякоть вообще можно. И оно прям такое сочное-сочное внутри. И оно такое должно быть, это очень вкусное. Сейчас, когда я уже кушаю второй, третий раз, то мне оно больше нравится, и оно реально такой сладенький уже вкус. Очень вообще классно. Здесь на Филиппинах я стала больше кушать фруктов, потому что огромный ассортимент.
Здесь на Филиппинах погода вообще очень быстро меняется. И где-то недалеко от нас сейчас тоже есть тайфун. И сегодня вот солнечная более погода. Вчера было немного пасмурная. Позавчера был вообще целый день дождь. И знаете, такое состояние, когда дождь, вообще ничего не хочется делать. И такая серость на улице. Но мне немножко помогает в том, что я начала заниматься спортом. И это, конечно, спорт, физические нагрузки немножко поднимают дух, поднимают настроение, так как на Филиппинах первый раз такое длительное время нахожусь. Пока еще непривычно, в Беларуси сейчас снег. Вот здесь на Филиппинах очень тепло, погода очень... Здесь на Филиппинах очень тепло, погода очень-очень комфортная. И мне очень нравится то, что здесь вечером такой чувствуется прохладный ветерок. Я даже иногда дома замерзаю. Реально, я и сейчас в носках, потому что пол холодный и прохладненько. Если солнца не так много, то даже чувствуется немножко прохладно. Вот. И насчет погоды, конечно, непривычно то, что в Беларуси сейчас снег. Это мой первый Новый год. Я позже хочу тоже поговорить про Новый год здесь на Филиппинах, про то, что какие здесь традиции на Филиппинах. Я узнала, когда мы были в другом районе. Сейчас где-то проходит тайфун, и я пока еще не привыкла к таким переменам погоды. Неделя землетрясения, потом тайфун, несколько дней, потом еще что-то. Честно, очень прям страшно. Бывают такие моменты, что я беспокоюсь, и то, что это для меня что-то новое, для меня это непривычно. Вот, так как про землетрясение, то, что в Беларуси вообще никогда нету землетрясений, плоская земля, ровная равнина. В общем, то здесь очень часто были сильные и такие поменьше. Вот, сейчас я уже удалила приложение и больше не смотрю это землетрясение. Если вдруг придет уведомление на телефон, что ожидается сильное, тогда да. Но которые мелкие, я уже не обращаю внимания. Вот, и хотела бы рассказать из-за того, что здесь на Филиппинах погода бывает пасмурная, более пасмурная, то проблема в том, что когда я постираю одежду, она вообще не высыхает. Она будет висеть 2 дня и просто не высохнет. И это в том дело, что очень влажность повышенная здесь. И, конечно, со стиркой одежды это вообще, я даже не знаю, что надо делать. Но здесь есть тоже химчистки. Я как-то химчистки не совсем положительно отношусь, с недоверием каким-то. Вот. И поэтому всегда стираю одежду сама дома. И я более уверена, когда сама постираю одежду.